Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня будут сосиски. Вот они, видите, какие из турки, из индюшки, из белого мяса индюшки сосисочки. Вот. И дальше это будут сосиски в тесте. Тесто у меня мое, но я его буду сейчас сочинять по ходу специально для вот этих сосисок в тесте. Ну и, конечно, дальше я все покажу. Поехали. Пока я буду готовить тесто, подпишитесь, поставьте лайки, посоветуйте друзьям. Поехали. Начнем. Я вытащила сосисочки, промокнула, вот, они влажные там, промокнула вот салфеточкой. Вот. Сейчас они еще подсушатся. Все, 8 у меня сосисочек. Значит, мне нужно будет сделать 8 колобков. И уже дальше я посмотрю, естественно. Так, ну что, сейчас я приготовлю и будем делать тесто. То есть достану из холодильника, все разложу и покажу, что я буду делать. Достала вот кефир. Сейчас я его налью вот сюда в чашку. Сколько? Ну, я примерно как-то знаю. Уже работала с тестом. Ну, вот так. Вот так где-то чашка. Не знаю, там сколько. 150, наверное, грамм вот этого кефира. Много не надо. У меня 8 только. Хотя, может быть, и можно добавить еще чуть-чуть. Я добавлю. Все. Наверное, будет многовато. Ну, посмотрим. Так, все, кефир пошел. У меня вот одно яйцо. Я просто сейчас разобью. Вот, одно яйцо. Где-то вот так вот масло, да, я сейчас, потом я его растоплю и добавлю в тесто. Ой, из холодильника. Вот сюда. И потом я его добавлю в тесто. Что еще добавлю, это перец. Чуть-чуть перца черного молотого. Все. Теперь это все размешаю. Дальше добавляю муку. И когда тесто будет почти готовое, я растоплю масло сливочное в духовке, в микроволновке, и залью уже дальше муки. Сколько муки? Не знаю. Вот пока будет тесто такое красивенькое, мягкое. Самое важное в этой ситуации, вот мы тесто, видите, как через ситечко так. Во-первых, обогащается кислородом, убираются комочки. Вот. Тесто не забивать мукой. Это самое важное. Вот так сделали, надо сейчас размешать. Ну вот так вот периодически замешиваем, чтобы видеть, сколько нам нужно еще муки. Ну, как видим, уже собирается, да, чтобы не было комочков, мы хорошо размешаем. И потихонечку будем делать, уже собирать тесто. Масло растопилось, даже 40 секунд было много, надо было поставить на 25-30 секунд. Все, теперь я так могу взять? Могу. Масло я вылила, сейчас буду мешать. Мешала я масло, еще вот немного муки. Понемножку муки, чтобы не забивать тесто. Тесто не должно быть забитое мукой. Я вот еще сделала, сейчас помешаем. Что, я переместилась уже на другое место. Вот где я буду раскатывать все. Теперь, что у меня с тестом? Надо еще добавить немножечко муки.
потому что оно еще не до конца сделалось там так, как надо. Но опять все понемножку, потихонечку, не спеша. Теперь уже можно руками тесто. Так, потихонечку. Не забиваем тесто. Пусть оно еще немножечко потом полежит, постоит, подойдет. Если нужно будет, значит, я еще добавлю. Но мы не забиваем это тесто никак. Ну что, после ручного помешивания вот такой колобочек собрался. Видите, мука там еще есть, но я не впихнула эту муку в тесто. А теперь оно пусть постоит минут 15, отдохнет. Ну, любое тесто нужно дать отдохнуть, нужно подняться, чтобы оно поднялось. Вот. Ничего страшного, все нормально. Затем я еще немножечко помешаю на... У меня не доска, у меня такая вот очень хорошая силиконовая штучка и не прилипает. Если разделю на 8 колобочков и дальше уже покажу. 15 минут. Ну что, время прошло. Я вот просеяла муку на свое поле для работы. Отодвигаем. Опять я говорю о том, чтобы тесто не забивать. И не забывать, что мы добавили туда сливочного масла. Вот такой колобочек хорошенький. Вот хорошо берется все. Теперь я его немножечко помешаю и разделю. Будет ручная такая, ручной замес. Вот. Немножечко помешаю. Дальше сделаю колбаску. Ну, я покажу. На 8 частей, да? Теперь я буду скручивать это все в колобочки. И, наверное, я буду снова сюда же складывать, чтобы здесь не мешало мне. Буду работать с одним. Тесто раскатано. Сейчас вот сосисочка вот здесь, вот по размеру сосиски. И дальше мне нужно будет сделать надрезы. Сейчас это неудобно делать. Так я сделала надрезы, потому что так вот неудобно было мне. Теперь мы будем заворачивать сосисочку. Не совсем красивые получились у меня надрезы, что я одной рукой держала камеру, телефон, а другой сосисочку. Ну вот так вот. Будем сейчас заворачивать ее, лялечку. Надо сделать поменьше, покрасивше, чтобы было, а то я одной рукой. Я думаю, что следующая у меня сосисочка уже будет красивая такая. Будет красивая такая лялечка. Вот, все. Я ее отправляю на противень. Берем следующий колобочек. Тесто хорошее, эластичное, очень эластичное получилось тесто. Только теперь нужно сделать по размеру сосисочки. Достаточно. Чтобы сосисочку вот так завернуть красивенько, как лялечку.
у меня. Заворачиваем красивенько яичко. Сосисочки у меня тоненькие оказались. Такими тоненькими сосисочками. Ну ничего. Мне с удовольствием покушают. Так, здесь надо завернуть. Еще одна яичко. Ну и дальше. Ну что, последняя сосисочка. Вот уже мои куколки там я сейчас покажу. Вот у меня по размеру я раскатала тесто. Теперь я разрезаю. И буду заворачивать, как пеленать ребеночка, куколку, сосисочку. Разорвалась. Значит, ее вовнутрь. Вот так. Ничего страшного. Сосисочки сворачиваем, как ребеночка. Заворачиваем, укутываем в тесто. Красивенько. Пока я тут делаю сосисочки, у нас пошел сильный дождь. Гром, молния. У меня уже куколки лежат. Замечательно. Сейчас я это все понесу, переместим к плите. Ну все, смазываю яйцом и кунжутом. Все готово. Теперь мы разогреваем духовку. Красивые куколки.